こんにちは、V です。この度、パラダイスシティのモデルになりました。パラダイスシティで会いましょう。Привет всем, добро пожаловать на этот канал. Тэхён только что вернулся, и мир к этому не готов. Одного фото достаточно, чтобы взорвать интернет, и сегодня мы поговорим обо всех. Все говорят, что декабрь всегда полон сюрпризов, но к этому никто не был готов. Сегодня мир развлечений снова был в шоке после объявления об официальном назначении Ким Тэхёна послом Парадиси-Сити, роскошного курорта с развлекательным комплексом международного уровня. Судя по опубликованным фотографиям, Тэхён излучает таинственную, элегантную и неоспоримую ауру, как будто весь курорт существует только для него. А что удивило ARMY еще больше? Компания под названием Feel Your Paradisi официально стартует 1 декабря 2025 года. Да, месяц, который еще до своего начала был полон теорий, домыслов и предсказаний, теперь стал реальностью. В тизерном видео, которое распространилось по всему миру, Тэхён расслабленно сидел, надев наушники. Его взгляд сосредоточенный, но загадочный, словно он наслаждается миром, куда могут попасть только те, кто достиг уровня рая. Нет повествования. Нет диалогов. Визуальные эффекты, атмосфера и его аура говорят сами за себя. И, честно говоря, одного этого было достаточно, чтобы взорвать интернет. Затем сцена изменилась. Появился Тэхён с метлой. Через несколько секунд ARMY начали сходить с ума, атмосфера казалась слишком кинематографичной. Освещение, композиция, шаги, даже само движение его рук – все выглядело как сцена из фильма. Даже когда он просто подметал пол, в этом было что-то дорогое. Как будто это была не просто работа, а произведение искусства. И только Тэхён мог сделать метлу похожей на подиумный реквизит. Парадиси-Сити явно знали, что делают. Они выбирали не просто амбассадора, а того, кто способен превратить брендинг в эмоциональное переживание. Тэхён вписался ностальгия, роскошь, таинственность и тепло в одном кадре. Это была не просто реклама, это была история, упакованная в красивые, запоминающиеся визуальные образы. Вскоре хэштег «Решетка Таеонг Парадишецеты» стал трендом на различных мировых платформах. Фанаты начали публиковать клипы, скриншоты, теории и аналитику еще до выхода основного ролика. Все сошлись во мнении. Это было не просто обычное сотрудничество. Это было начало чего-то гораздо большего. Подробнее по мере появления слухов появлялось все больше и больше теорий. Некоторые говорили, что концепция вдохновлена классическими голливудскими фильмами. Другие чувствовали, что это похоже на европейский романтический фильм. Иные предполагали, что это начало более масштабного проекта, возможно, фильма или многосерийной кампании. С Тэхёном ничто не кажется случайным. Все кажется кусочком пазла, ожидающим своего завершения. Еще более интригующим было то, как менялись его выражение лица и язык тела с каждой сценой. От спокойного и расслабленного они постепенно становились харизматичной, проницательной и владеющей собой. Он не просто играл персонажа, он воплощал его. Казалось, мир увидел ранее невиданную версию Тэхёна. Посыпались комментарии со всего мира. Это искусство. Он не просто продвигает, он рассказывает историю. Тэхён делает все кинематографичным. ARMY. Конечно, они уже были в режиме расследования, увеличивали кадр, анализировали обстановку, выискивали скрытые символы. Потому что, как обычно, когда появляется Тэхён, все непросто. Все имеет смысл. Несколько международных брендов начали откликаться. Их официальные аккаунты были полны лайков, комментариев и даже восхищения. Одним коротким тизером Тэхён уже произвел глобальное впечатление, задолго до выхода в эфир своей основной кампании. Его аура была неоспорима. Декабрь еще не начался, но атмосфера уже ощущалась как на грандиозном фестивале. Многие называли это сезоном Тэхёна, временем, когда каждый день был словно анонсом. И теперь, когда главной сценой стал Парадиси-Сити, стало ясно одно. Тэхён не просто вернулся,
он вернулся на новом уровне, величественный, элегантный и полный сюрпризов. Чем ближе была дата релиза, тем сильнее становилось ожидание его поклонников. Многие считали дни, часы и даже минуты. Некоторые говорили, что еще не готовы, но ждали с неописуемой эйфорией. Все это было похоже на наблюдение за тем, как история обретает форму, медленно, величественно и заметно. Бренд-стратеги и СМИ начали обращать на это внимание. Они говорили, что решение выбрать Тэхёна было обусловлено не только популярностью, но и его способностью превратить идентичность бренда в произведение искусства. Она выступает не как модель, а как символ исключительности, эстетики и эмоционального повествования, что очень редко встречается в современной рекламе. Для многих это сотрудничество стало приглашением в новый мир, мир мягкого света, безмятежной музыки и неподдельной роскоши. Тэхён, казалось, приглашал каждого остановиться, перевести дух и взглянуть на жизнь с более прекрасной стороны. За всем этим ажиотажем одно оставалось неизменным – личный подход Тэхёна. Несмотря на глобальный масштаб кампании, атмосфера все еще ощущалась как простое, но содержательное послание, словно адресованное непосредственно каждому зрителю. «Найди свой рай». И теперь стало ясно одно – эта кампания была не просто проектом или рекламой, это была новая глава в карьере Тэхёна. Эпоха, в которой соединились искусство, эстетика и эмоции. А мир? Миру оставалось только ждать. Ошеломленный, молчаливый и говорящий. В этом декабре Тэхён не просто вернулся. Он поднимается на новый уровень. По мере того, как появлялись видео и фотографии, ARMY начали замечать мелкие детали, которые другие могли упустить. То, как он носил толстовку, движение его рук, даже легкое подергивание уголка рта, все это анализировалось словно секретный код. И что делало его еще более захватывающим? Каждая деталь кажется продуманной, словно медленно разворачивающаяся головоломка. Некоторые фанаты начинают связывать эту кампанию с предыдущими работами Тэхёна от Сенкерлерти, Blue Ampersand Grey до Лиёвр. Они замечают сходство в тоне, настроении и кинематографическом стиле. Совпадение ли это? Или часть творческой вселенной, постепенно формирующей свою собственную визуальную идентичность? Чем больше смотришь, тем больше смысла в этом. В социальных сетях реагируют знаменитости, инфлюенсеры, актеры и даже режиссеры. Одни хвалят визуальный ряд, другие – атмосферу, а третьи говорят: Тэхён не продвигает, он преображается. И это правда. Когда бренды выбирают Тэхёна, они получают не просто амбассадора, они обретают новую идентичность. Корейские и международные СМИ начинают называть эту кампанию одной из самых ожидаемых. Одни называют ее роскошной рекламой года. Другие – шедевром в процессе создания. Некоторые даже говорят, что у этой кампании есть потенциал стать одной из самых культовых реклам со знаменитостями в Азии. И что забавно, реклама еще даже не вышла. Сейчас все ждут момента, когда Feel You Paradise появится на экране. Все взгляды прикованы к одной дате. 1 декабря 2025 года. Это как ожидание премьеры блокбастера. Разница в том, что это не фильм. Это не просто реклама. Это Тэхён. И когда он появляется, мир замирает, интернет взрывается, и начинается новая глава. Но за всем этим ожиданием и похвалой скрывается эмоциональная сторона, которая делает эту кампанию еще более особенной. Мы знаем, что путь Тэхёна не всегда был легким. Было много моментов, когда ему приходилось сдерживаться, ждать подходящего момента и верить, что однажды мир поймет его искусство. А сейчас? Мир не просто понимает, он ждет, следует за ним и вдохновляется. С каждой новой работой Тэхён вновь доказывает, что он не просто айдол, не просто певец и не просто публичная фигура. Он художник. Художник, способный преобразовать тишину в эстетику, в жест. Маленькие вещи становятся языком, а простые мгновения – шедеврами огромной ценности. Эта кампания – тому подтверждение. Самое поразительное –
Это то, насколько естественно и в то же время мощно его присутствие. Он не пытается быть грандиозным, вместо этого его простота создает ощущение роскоши. Он не пытается доминировать в кадре, кадр как будто создан для него. В Тэхёне есть что-то такое, что заставляет мир замереть, даже не произнеся ни слова. И теперь, по мере приближения даты релиза, становится ясно одно – эта компания станет больше, чем просто рекламой. Это станет цифровым воспоминанием, глобальным феноменом и частью эволюции современной поп-культуры. Многие ждут ее. И еще больше влюбятся, увидев. Это не шумиха, это реальность. В конечном счете, Feel You Paradise – это не просто слоган бренда. Это приглашение от Тэхёна жить мягче, медленнее, осознаннее и прекраснее. Приглашение перестать гнаться за миром. И начать наслаждаться им. Этой компании Тэхён в очередной раз доказывает одно – он не просто присутствует в индустрии, он задает ее направление.